вопрос фарма очень часто стоит у всех. И Ну, сильнее меня никто не бил. Я приехал пахать, отрабатывать свою машину. первая серия 4-го сезона. Да свыклась, ну конечно, со слезами отпускал. Боец, тебе знакомо чувство усталости? Ты хочешь быть лучше? Электролиты концепции тайского бокса выведут твою выносливость на новый уровень, а также тайские спортивные бальзамы помогут быть максимально продуктивным как на тренировке, так и в бою. Лучшие продукты для спортсменов из Таиланда, о которых вы не знали, в магазине abcshop.su. Всем привет, друзья! Проект «Напролом» не закрылся. Благодаря вашей поддержке. Спасибо всем большое, кто помогал как морально, так и финансово. Очень приятно, что людям нравится, что вы любите этот проект, и вместе мы его сделаем лучше. Друзья, а сейчас открывается первая серия 4-го сезона, и мы едем встречать первого участника Валентина. Поехали! Всем привет, друзья! Вот мы встретили Валентина. Познакомьтесь. Валентин, как дорога? Нормально добрался. Ты мне скажи, ты же первый раз путешествуешь, да? Да, вообще вы никогда не вылетал, не выезжал никуда. Знаете, меня очень удивило то, что мы с Валентином списались перед вылетом, но он говорит, что я в Бангкок. Я говорю, так а надо на Пхукет. И я думал сразу купить билет, чтобы он с этого же аэропорта прилетел на Пхукет, чтобы он не парился, в общем, чтобы он там не заблудился и так далее. Но потом такой подумал, он же взрослый человек, и реально Валентин с плохим знанием английского купил, то есть он вообще прилетел просто в Бангкок, оттуда сам добрался до автовокзала, ты, наверное, его как-то искал там в интернете, да? На такси доехал. А на такси сколько заплатил за такси? 800 бат. Ну так, ни много ни мало, да. Ну, ничего, это полбеды. А сколько дал за билет на автобусе? 560 бат. Нормальный автобус был, такой большой, наверное, Ну классный. да, комфортно, кондиционер, плетики дали, покормили. Даже покормили, нормально. Ну и вот, прилетел, значит, приехал Валентин. Поедем сейчас его заселять, покормим, пообщаемся немножко. Ну и после чего сегодня воскресенье просто. Сегодня тренироваться уже не будем. Сегодня отдохнешь. Жаль. Да. А завтра уже начнем тренироваться. Будем заселять, не заселять, а точнее представлять залу, да, то есть посмотрим, как тренера там отнесутся к этому всему, потому что вчера общался с хозяйкой зала, она говорит, я не против, но тренера, они уже устали от этого, что много людей приходят, уходят. Я сказал, ребята себя заинтересуют, зарекомендуют. И... Ну да, наверное, надо зарекомендовать себя, Да, показать. да, потому... Может, да. Ну, посмотрим. Поехали заселяться, устал, наверное, голодный. Да, можно было помыться. Помыться, да? Ну, да, Так сколько не ты? устал. Сутку-полторы в пути, да? Да, 1,5 суток получилось. Нормально. Ну, в автобусе отдохнул, на самолете тяжелее было. Тяжелее на самолете. Вот так. Спать не Это удобно. вся твоя сумка, вот этот рюкзак, Да, да? там экипировка, шорты, пару трусов. Ну, в принципе, здесь много не надо, да. Ну, окей, поехали, ребят. У нас все, в принципе, как всегда. Все на пролом. Мы едем дальше на байке. Машины не обзавелись, на такси не ездим. Вот. Сразу первый вопрос от Валентина. Когда я буду драться, надо хотя бы подготовиться 2-3 недели, да? Чтобы почувствовать, как это. Ты по профессионалам же не дрался, верно? Еще ни разу. Вот. Но Валентин рассказал мне, что дрался против парня, который в Паттайе, у него было 12 поединков. Как тебе с ним поединок? Ну, сильнее меня никто не бил. Ну а здесь, если выйдешь против профессионала, готов? Ну, здесь я уже знаю, куда я приехал. Ну Будем окей. готовиться. Погнали. Погнали. Тут мы нашли сразу жилье. Жилье довольно неплохое. Как по мне, вообще очень крутое. Ты как? Я бы даже сказал жирненький. Ну да, согласен. Рядышком вот сразу тут тайцы сидят. Вот машинки есть стиральные, если нужно будет. Пойдем посмотрим, что Стирать там. особо нечего. Не, ну стирать уже будешь так, если что. А, походу еще на один этаж не выше. Заходи в свое жилье новое. Семерочку еще. Счастливого числа. Конечно, на победу. Так что разуваться будем где? Да мы же не тайцы. Ну да. Так, ну что у нас? Холодильник, да. Включаю сразу в розетку. Телек нет, смотрю.
Телек получше, чем у меня. Кондиционер, что немаловажно. Большая кровать. Поговорили, значит, с хозяином, попросили, чтобы они нашли какой-то матрас, потому что ребята вдвоем спать на одной кровати не будут. Вот, ну, как бы, по крайней мере, мы попробуем найти им матрас какой-то на пол. Будут спать по очереди, там уже будете разговаривать как либо неделя через неделю, либо как-то так. Да я на полу, в принципе, привык спать. Кстати, ты рассказывал по поводу, почему ты спишь перед боем на полу. Привыкаю к жесткости и мышцы расслабляют, потому что на матрасе, когда спишь, вот это, кстати, жестко, хороший. Все равно тело обретает неестественную форму, где-то проваливается, где-то уходит, и мышцы в тонусе какие-то находятся. Окей. А на полу прям самое то, мне нравится. Отлично. Ну, вообще комната очень такая, мне кажется, прикольная. Даже есть балкон. И что немаловажно, что балкон выходит не в стену, а на улицу. Вот, можно будет выйти даже подышать свежим воздухом, как вариант. Прикольно. Еще, кстати, вот. Душ, туалет. С обогревателем. Горячая вода. Ну, ты знаешь, когда дожди, прям бывает такое, что неделю дожди хочется тепленького. Прохладно, Да, бывает чуть-чуть прохладно. Вот. Окей, пойдем дальше, посмотрим, где покушать и все остальное. Ну что, друзья, теперь можно выпить кофе. Жилье нашли, вроде прикольно, да, тебе нравится? Да, нормально, самое главное, матрас жесткий. Хорошо, а теперь давай познакомимся немного со зрителями, расскажешь о себе, где ты родился вообще. Родился я в городе Грозном, но меня сразу туда увезли, была первая чеченская. Вот. Так я вырос в городе Сергиев Посад и в 12 лет, в 8 классе, уехал уже в Домодедово, Московская область. Скажи, ты какого года рождения? 88-го, 30 лет мне. 30 лет. Не поздно выступать на тайском ринге? Я считаю, что никогда не поздно, пока здоровье позволяет. Как долго ты занимаешься? Занимаюсь уже 3-й год, вот пошел, 2 года. За 2 года провел 14 боев. Ничего себе, 14 поединков это немало, получается. У нас в году 12 месяцев, 2 года это 24 месяца, 17 поединков, то есть примерно раз в 2 месяца, раз в 1,5 ты дрался, да? Нормально. Смотрю, такой забитый, татух у тебя много. Или, подожди, где-то я еще видел. Тоже на ногах. Нормально, нормально. Потом увидишь. Да, потом покажешь, расскажешь нам историю этих татуировок, Конечно. если ты не против. Вот. А также Валентин говорит, что любит кофе. Решили взять кофейку, немного расслабиться, да, За знакомство. за знакомство и за удачный сезон. Вот. Надеемся, что Валентин нас не подведет, будет тренироваться как воин и выступать точно так же. Давай, Валентин, еще раз. Что, рассказать историю, как я сюда попал? Рассказывай. Мне кажется, интересно будет. Да, история на самом деле очень интересная, потому рассказываем. В общем, когда был первый сезон, Никита как раз закончил его, ты объявил набор на участие, вот. И я как-то подумал, мне раньше, вот, ну, не раньше, а вообще в лотереях, там, подобных вещах никогда не везло. Ну, и тут подумал, чем черт не шутит, тем более, как бы, загорелся еще в Таиланд, приехал тайским боксом заняться, еще когда только начал заниматься, уже была эта мысль. А твой проект прям натолкнул меня на действие. И в общем, отправил я заявку тебе и забыл про это. Прошло, не знаю, пару месяцев, уже смотрю, там уже 2-й, 3-й сезон начался. Ну, уже думаю, все, не попал. А как бы идея осталась, ехать надо, уровень поднимать надо. Вот. Нашел ребят, договорился, они на Самуи тренируются, Том Майтай. Вот. И ехал туда уже. Продал машину, также вот Как Тагир, да? Да. И что за машина у тебя была? Мазда 3, Mazda. старенькая, За сколько продал? 200. За 200 тысяч, ну ничего себе, Ну, нормально. выставлял за 250, отдал за 200. Нормально. Ну ты, короче, решил нормально с деньгами прям поехать, да?
Да? Друзья, на самом деле ситуация очень интересная получилась. Саня уехал, и мне написал один парень, Женя, еще за 2 недели до того, как Саня уезжал. Я Жене ответил, что Женя, извини, набор сейчас закрыт. Но тут у меня появляется такая мысль, ну почему сразу 2 не взять и не добить этот проект, там еще 3 месяца попробовать с 2 ребятами, думаю, так веселее будет. Сделаю последний рыбочек. Соответственно, пишу я Жене и Валентину. И тут я прихожу вечером, то есть я им написал где-то в обед, там с утра, вечером открываю контакт, а Женя мне пишет, я как раз вот продал машину, лечу в Таиланд. Ой, да, точнее, извините, да, не Женя, а Валентин. Я такой думаю, о, ничего себе. А получается, там за пару часов до выезда в аэропорт мы с тобой уже начали общаться. Я договорился с ребятами, что еду, вылетаю и просыпаясь с утра, смотрю, открываю ВКонтакте, смотрю сообщения от тебя. Я так удивился и уже сразу понял, ну, что ты мне не просто так написал «Привет, Валентин, как у тебя дела?» И прям вот тебе тоже ответил и целый день ждал, потому что у меня вот вечером уже вылет самолет. И... А я, друзья, на самом деле подумал, что это прям судьба, потому что я Валентину написал «Привет, как дела?», то есть не сразу пригласил, да, а просто поинтересовался, думаю, как у него. А тут думаю, раз он летит, то уже будет как будет. Вот. А также связался с Женей. Женя тоже буквально ответ дал очень быстро, что все, я собираюсь. Так что вот так вот ребята попали на проект. Рассказывай, какие у тебя цели, как ты вообще готов тренироваться? И... Тренироваться готов убойно. Цель у меня достаточно, я думаю, высокая. Там у нас в Москве хочу мастера спорта выполнить. Вот. И здесь провести профессиональных боев не меньше 2, я думаю, а там, ну, по самочувствию посмотрим, как пойдет. Да, просто ты приехал на 2 месяца, получается, да. У тебя билеты обратные на 26 марта, по-моему. Да, ну, на какой-то там марта в конце. То есть 2 поединка минимум хочешь провести. Да. Валентин, скажи, тебе 30 лет, у тебя есть жена, дети? Да, дочка, жена дома ждет. Дочке сколько лет? Дочку Валерия зовут, 4 года вот будет. 4 года, ну так уже и не очень маленькая, уже взрослая, 4 годика. Что жена сказала по поводу того, что ты собрался и улетел в Таиланд? Ну, когда мне только эта идея в голову пришла, они меня как-то не всерьез восприняли. Жена сказала, ну уедешь там и останешься, приедешь, замки будут поменены. А вот так вот. Серьезно? Но со временем я как-то ей объяснял, для чего мне это нужно. Что я хочу это. Свыклась, ну, конечно, со слезами отпускала. Со слезами? Но она, как ни странно, рада за меня. Вот. Валентин, поскольку у тебя жена, ребенок, ты, наверное, не все деньги от машины взял с собой, верно? Ты же да, в проект я, на пролом приехал, да? Оставил часть денег жене, часть ушло, раздал долги, кредиты там. Ну, часть на билеты и немножко с собой. Ты взял немножко или взял побольше? Я взял минимум на питание, чтобы хватило, витамины учел туда. То есть я приехал сюда не отдыхать, не тусоваться в клубах там с девчонками. Вот, я приехал пахать, отрабатывать свою машину, потому что было жалко с ней расставаться. Очень долго на ней ездил, она ни разу меня не подводила. Ребят, как от себя оторвался. Да, вы увидели эту грусть в глазах человека, который продал свою родную машину. Но я уверен, что ты получишь хороший опыт. И машина... Да, знаешь, машина, она сегодня есть, завтра ее нет, это материальное. А то, что я получу здесь, оно останется со мной навсегда, и никто у меня не отнимет это. Это будет в памяти, это будет в опыте. Я надеюсь, что за машину ты получишь опыта оправданно, а то и больше. У меня еще такой момент. Ты приехал заниматься тайским боксом, страховку ты не сделал. Ты же понимаешь, что тайский бокс – это травмоопасный вид спорта и так далее. Да? Сделаем. Есть страх к этому или нет? Страха нету. Ну, я как-то уже первый раз, я, наверное, когда выходил драться, у меня вот был мандраж такой. Все это исчезло, как мне мой тренер сказал. Валек говорит, у тебя это пропадет, боев 10 проведешь, у тебя это пропадет. Ну, у меня это пропало после, наверное, боя 6-го, я уже не мандражировал. Ну, понятное дело, выходя на ринг, там я... Ну, какое-то чувство есть такое, да? Да, но не так, как там первый, второй бой.
Кстати, друзья, хотелось бы добавить по поводу твоего кандидата. Ты сказал, что ты выполнил, но ты его не регистрировал, да? Да, я выполнил норматив, но как бы выполнял его для себя больше, по химикам. Ну и просто тупо мне не было ни времени, ни желания поехать, зарегистрироваться, оформить. Ну, это я решил добавить в кадр для того, чтобы, ну, если будут люди, которые могут там проверить, либо и так далее, чтобы вы просто знали, да. Вот. Но в любом случае, это часть тебя, поделились опытом, что опыт в этом имеется. Валентин говорит, ты не читал мой комментарий, скажи, как там? Лучше бы вы меня взяли, а не Сашу. У него то понос, то золотуха, а я дрался и без ноги, и с температурой выходил не раз. Поэтому, ну, если ты делаешь, то делай. На самом деле, друзья, я читал этот комментарий, и я на него ответил. И это было, может, даже месяца 2 там назад, 1,5, Да. ну, то есть прям в самом начале. И, когда он бой Когда у него не живот вышел. болел. Да, Когда да. у него живот заболел, тренироваться не И мог. я вам скажу честно, что именно этот комментарий, вот я прям, когда только подумал, что надо ребят набирать, я думаю, надо писать этому парню, вот, который тогда написал. И я помню, что я зашел еще, твою анкету после этого комментария еще раз посмотрел, и вот ты у меня прям остался в голове, потому я сразу тебе и написал. Видите, иногда даже один комментарий играет большую роль. Ну, посмотрим, как оно будет на деле, да. Друзья, еще есть очень важный момент. Валентин хочет зафармиться, и на самом деле это хорошая новость, потому что вопрос фарма очень часто стоит у всех, и все должны понимать, что профессиональный спорт, это, как правило, нужна хорошая фармподготовка. Ну, это каждый должен понимать. Да, 2 тренировки В в день, день, каждый день, это очень тяжело, далеко не каждый может это выдержать даже на фарме. Валентин, скажи, пожалуйста, ты уже фармился до этого? Да, у меня был опыт. Я раньше занимался пауэрлифтингом, выполнил результат кандидата в мастера спорта по химикам, то есть это федерация без допинг-контроля, подразумевает под собой, что там спортсмены используют допинг. То есть они разрешают допинг? Да. Окей. Вот. Опыт был. Опыт был, хорошо. Значит, чем бы ты хотел сейчас зафармиться и как ты это видишь? Когда ты хочешь начать курс? Начать, я думаю, уже надо начинать, потому что пока это начнет действовать, 2 недели минимум, вот, и использовать буду, вот, наверное, это будет где-то 125 миллиграмм в неделю, большие дозировки нам здесь не нужны, и 100 миллиграмм в неделю, Тоже в неделю, да? да. То есть всего Скажи, а почему не получается на- 225? 225, и сколько курс такой будет длиться? Месяц, недель, может 6-7. Отлично. То есть я знаю, что после курса еще, например, когда ты перестал колоть, допустим, если ты на 6-ю неделю уколол, то потом еще будет эффект держаться некоторое время. 3-4 еще будет работать. То есть ты, в принципе, хочешь закурситься на все 2 недели, ой, на все 2 месяца, Понимаешь, верно? дозировки не такие, как вот в железном спорте. Здесь минимальные дозировки, и они больше нужны не для увеличения там мышечной массы, силы или выносливости, а для восстановления именно. Восстановления связок, травм, ну и после тренировок быстрее восстанавливаться. Вы знаете, на самом деле я обрадовался, когда об этом пошел разговор, потому что у меня есть, так сказать, некоторые рецепты очень интересные, которые помогают при тренировках, во-первых, во-вторых, которые помогают переносить большие нагрузки. А, ты вот про эту капельницу, да? Да, про капельницы, про болтушки. Об этом вы, конечно, сможете увидеть в будущем уже. То есть расскажешь на тебе и обкатаем их, соответственно, если ты захочешь, да, если тебе понравится рецепт. Потому что, расскажи, Валентин, ты говорил, что ты в этом разбираешься, так как ты у нас диетолог, фитнес-тренер, верно? Я, не совсем, не то чтобы диетолог, я фитнес-тренер, работаю с 2010 года, и сам занимался, поэтому осведомлен. Опыт есть, да. Вот. Потому я тебе расскажу состав, что поскольку мы будем ставить тебе в капельницах, и если тебе понравится, ты как бы результат сразу ребятам расскажешь, и, ребят, у нас будет хороший опыт, проверенный на человеке, на ринге, 5 раундов, 1 раунд, 3 минуты. Вот, а сейчас не будем
мучить Валентина, потому что он еще с дороги, даже в душе не был. Мы сразу нашли, слава богу, нашли быстро и очень хорошее жилье. Оно мне вообще прям понравилось. С кондиционером, комната чистая, не гнилая, запаха гнили, там сырости нету. Хороший душ, туалет и окна выходят нормально на улицу. На самом деле сам рад за это. Да, то, что было у Никиты, конечно. по Ну сравнению да. с этим. Ну, проект напролом, скажем так, растет. Вот, и не будем тебя сейчас задерживать, кофеечку попьем. Пойдем в аптеку, узнаем рядышком возле отеля, что там. Если нет, то я еще поспрашиваю в других аптеках. Ну и будешь отдыхать, а там уже завтра на тренировку подтянешься. У тебя вообще как самочувствие нормально? Да Готов я завтра? уже сегодня потренировался, на самом деле. Нормально, на эмоциях пацан заряжен, все хорошо. Очень классно, что хорошее настроение. Что касательно условий проекта. Значит, мы договорились с Валентином, а также и с Женей, что проект это он не берет как маленького ребенка, а проект помогает осуществить свои желания, скажем так, цели, мечты и так далее. Вот, то есть проект дает бесплатное жилье, бесплатные тренировки, а также плюшки в виде там съездить, например, на экскурсию, там, либо какие-то поточные моменты. БЦАшки. Ну, там БЦАшки, да, когда будут какие-то разыгрываться. Электролиты, там, например, бальзамы, это само собой бесплатно тоже. Еда в зале бесплатная, но если ты ее не захочешь есть, ты можешь есть еду, которая на улице, там, либо еще где-то, но это уже за твой счет. Вот. Я к чему веду, что если есть возможность помочь проекту, это у меня просьба к вам, помогайте, друзья, потому что несутся некоторые расходы, а ты, соответственно, рассчитывал заниматься где-то платно, но эти деньги, я бы хотел, чтобы ты их не тратил, а оставил их на свои расходы, когда ты приедешь домой, пусть они будут. Подарок. А? Куплю подарки. Детям, да, ребенку, Друзьям. жене, друзьям, да, конечно. А вообще пусть они будут, на всякий случай, может появятся какие-то планы и так далее. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, достаточно же, правильно, когда проект дает жилье, тренировки, еду при зале. Вот, и там, например, встретить в аэропорту, либо там на станции, как бы это все обязательно входит в проект. И что вы не думали, что проект еще берет за это деньги. Да, только я еще договорился о следующем, что гарантия того, что человек отдерется то время, которое мы договорились, ну то есть Валентин на 2 месяца, а Женя на 3 месяца приезжает. Валентин заплатил депозит 5000 бат, вот, ему его вернут, когда он будет улетать. Если, ну, мы договорились, что если за жилье там что-то с тайцами будет какая-то проблема, это я верну, то есть без проблем. Но это будет гарантия того, что ты через 2 недели не скажешь, ой, что-то мне тут предложили работать там водителем где-то в классном месте, это как Саня, и срезаться, да. А по поводу Жени, то Женя просто прилетит, $300, он тоже депозит оставит. Это то, что он будет 3 месяца участвовать, драться и так далее. Ну вот так, друзья, напишите ваше мнение, очень интересно. Друзья, вот мы подъехали к залу. Зал сегодня закрыт, воскресенье. Запомнил, где зал? Да, Сколько тут минут 7 идти пешком? минут 5. Может даже 5, да. Постарались, чтобы комната была рядом, недалеко от зала. Кафе показали, где, в принципе, что еще надо пацану, который хочет заниматься, да? Все рядом, пешей доступности. Надо на море сходить, надо потренироваться, все рядом. Ребят, сейчас идем отдыхать. До встречи завтра. Не забывайте, если вам интересно, курсы обучения из Таиланда, мази для тайского бокса и вообще для спорта, электролиты, спортивные туры, может, заходите вместе с ребятами, приехать потренироваться. Ссылки в описании. Ну а самое главное, лайкайте, комментируйте и подписывайтесь на канал. До скорых встреч.